Всем привет из Севастополя, меня зовут Ирина. В предыдущих видео я вам показала обзор своих цветущих орхидей в мае. Было немножко покупочек, новые подростки из Азии, а также мы поговорили о вредителе, о клеще. Кто впервые на канале, посмотрите, есть еще видео у меня трехмесячной давности. Также интересные комментарии. Спасибо зрителям, оставляют комментарии с полезными советами по борьбе с этой заразой, с этим врагом невидимым. Сегодняшнее видео в основном будет прогулочное. Я вчера побывала в Новом Херсонесе, где был таврический вояж, театрализованное шествие, посвященное истории Крыма. Я поснимала и хочу вам показать. Очень красивое было театральное представление шествия. А перед этим я хочу показать, как чувствуют себя через неделю малыши, которые я купила и вам показывала на той неделе. И вот на этой орхидеи мы тогда заметили мучнистого червеца. Была липкость листика, и вот там была кладка белая. Что я еще потом сделала после видео? Я когда обработала, я вам сказала о рубарины Double Face, но я еще взяла пипетикой и капнула в пазухи вот в это как раз скопление пушистых белого такого вот налета пушистого, складку червеца, я капнула салициловым спиртом. Буквально несколько капелек вот пазухи прошла. И результат хороший. Я, например, не вижу свежих особей. Это просто вот белый налет от обработок. Что я хочу сейчас сделать? Я буду через недельку вот уже протру им листики, потому что была обработка, я не протирала листы, пополам с салициловым спиртом. И хочу полить, я просто прокапывала немножко грунт орхидейкам, мох, чтобы он был чуть-чуть влажный. Потихоньку отпаивала орхидеи. Хочу полить их с Актарой. Актара — это как раз системный инсектицид, который вот борется также и с мучнистым червецом, с трипсами, ну, со всеми сокососущими насекомыми. Разведу я приблизительно грамм, с расчета грамм на литр воды, чуть меньше, 0,7-0,8. Я вот так вот обычно беру дозировку. И немного полью. Смочу мох для профилактики, на всякий случай. Были средства хорошие, но еще дам вот в полив. Перестрахуюсь. А также приглашаю полюбоваться этой прекрасной нежностью с перламутровым отливом. Это орхидея Рим. Она у меня сейчас в полном распуске. И я вам обещала показать эту девицу. Такая она с характером оказалась у меня. Купила я эту орхидею цветущей в 22 году, в январе месяце. На один цветонос она была, 6 цветочков. И процвела она мне-то 2 месяца, отцвела. И, в принципе, развивалась очень даже неплохо. Хорошо, у нее были на 4 корни, розеточка. И в отличие от ее соратниц, такого же сорта, по видео других девочек, она у меня не давала сбоя. Все хорошо, она стояла на стеллаже, росла, занималась собой, но не цвела. То есть, получается, она уже была мне цветущей, да, куплена. И вот 3 года прошло, как она у меня жила, и она только сейчас выпустила цветонос.
Возможно, надо было раньше переставить место ее жительства. Я ее поставила под другое место, в этой же комнате, но в другое место. Лампа, ну, возможно, да, там отличается лампа. И пересадила. Вот в январе я ее пересадила. Вот двойной горшочек. Ну, она и была в двойном горшке. Вот и шнур протянула как фитиль. И, о чудо, появился долгожданный цветонос. Я вам рассказывала, показывала эти бутончики, которые наливались, но она и тут средничала и потеряла два. У нее должно было быть вот раз и два. Два бутончика маленьких, еще в зачатке. Но вот эти, слава богу, она завершила их распуск. Все хорошо, потому что орхидея просто изумительная. Цветочек у нее крупный, должен быть до 10 сантиметров. В этом цветении она до 9 сантиметров. Очень красивая выразительная губка у нее. Мне очень нравятся вот эти вот оранжевые, вот на перегибе оранжевый цвет. Он так вот такой акцент делает в этой нежности, в этом перламутре розовом. И она очень выигрышно смотрится. То есть такой вот белые створки, губы, белая губка. Очень красивая, выбеливает, я бы сказала, такой акцент. Она еще и ароматная. Периодически вот я нюхаю, у нее такой рисковатый аромат. Такой как бы зелени, такой вот интересный. Вот такая красоточка. Я довольная, что наконец увидела ее личико. Очень красивая у нее тыльная сторона. Посмотрите, какой цвет очень приятный. На просвет сиреневый. Красавица, конечно. Да, можно так любоваться. Цвет очень необычный. Вот baby face, да, вот такая вот сиренева, все это. Вот здесь у меня и карнавал венецианский. Также, да, в таких вот оттеночках приятных. И вот у нее оттенок, смотрите, даже я бы сказала, какой-то вот бежевинка, да? И легкая венозность, непростой оттенок у нее, не просто вот сиреневый, розовый, вот, а вот такой вот очень томный, приятный для глаз. Такое полотно. Красавица. Надеюсь, она меня будет радовать теперь регулярным своим цветением. Следующая часть моего видео будет проходить на территории Нового Херсонеса в городе Герой Севастополе. Мы сейчас зашли с западных ворот и на смотровой площадке любуемся красивым видом зданий прекрасных, грандиозных. И сейчас начнется театральное шествие. Оно называется «Таврический вояж» и посвящено истории Крыма. Рассказывает об истории Крыма, Херсонеса через необычный формат театрализованного шествия. Мы пронесемся через различные исторические периоды Крыма, Херсонеса. Будет у нас история полуострова, Древней Греции, Рим, Византия, Российская империя, 20 век и наши дни.
Конечно, формат видео не охватывает все шествие. Обязательно, если у вас будет возможность, посетите его. И надо слушать диктора, который вот все рассказывает по ходу действий. А перенести зрителей путешествия сквозь историю Крыма помогает более 60 артистов, каждый из которых станет неотъемлемой частью живого и захватывающего повествования. В основу шествия легли цирковые трюки, хореографические сцены и сценический бой, надувные декорации и объекты. Специально для шествия были разработаны и пошиты более 300 специальных костюмов, позволяющих зрителям погрузиться в эпоху описываемых событий, 10 платформ с декорациями и уникальные ростовые куклы. Григорий Александрович Потемкин был приближенным императрицы со времен ее восшествия на престол. Хотел назвать Екатерининский путь. Потом завистники князя, удивленные невиданными масштабами произошедших изменений, будто Лигой выехал глубокой холодной зимой. Ее сопровождали 2 сотни экипажей, 40 лошадей везли огромный дом из нескольких комнат, где были и рабочий кабинет, и гостиная на 12 персон, и игорная комната, и даже библиотека. И императрица не мыслила себя без книг. В теоретический вояж она взяла труды по философии и истории, а также произведения древнегреческих и древнеримских авторов. В путешествии Екатерина Алексеевна читала о том, как жил Крым сотни и тысячи лет назад, какие народы. За 6000 лет до нашей эры на месте Черного моря было пресное озеро. Но вот начали таять ледники, и воды Средиземного моря с невероятной силой хлынули через Босфор. Это было сродни всемирному потоку, когда Ной с сыновьями построили огромный ковчег. Так появились знакомые нам очертания Крыма. Так появилось море, которое каждый народ назвал по-своему: скифское, негостеприимное, великое, северное, русское. Когда греческие переселенцы Когда закончился всемирный поток, сыновья Ноя, Сим, Хам и Иофет разошлись по земле. Они стали родоначальниками множества народов. Потомками младшего сына Иофета были и киммерийцы, населявшие Крым. Народ киммерийский упоминается в Библии. О нем пишет Гомер в своей Одиссее. Киммерийцы принесли в Крым обработку металлов и гончарное искусство. Их тучные стада охраняли псы волкодавы. Из этого народа произошел могучий воин, главный герой романов Роберта Говарда Конан Варвар. А на южном побережье Крыма и в горах жили тавры, в переводе с греческого «ноги». Из этого народа греки крымскую землю называли таврами. Тавров боялись все. За 7 столетий до нашей эры в Крым пришли скифы. Эти кочевники, владения которых простирались на 1000 километров, вели свой род от сына самого Геракла, имя которого так и называли. Он единственный из братьев смог натянуть лук своего великого отца и надеть
красота скифского золота, их ювелирное мастерство до сих пор восхищают людей. Русские летописцы считают, что от скифов произошли славянские народы. Сами же скифы, как и кемерийцы, были потомками приятелей, баланских сынов Тимофея. Немало скифов, пребывание скифов осталось в Крыму, но вместе с Антилопой стояла одна из областей этого воинственного народа – Напольский. От красота скифского золота, их ювелирное мастерство до сих пор восхищает людей. Древняя Греция, Эллада – это колыбель современной цивилизации. Она подарила нам великих правителей, ученых, врачей, скульпторов, поэтов. Она подарила нам множество городов на территории Крыма, Феодосию, Киркинетиду, сегодня она называется Евпаторией, Нимфей, Пантикопей, столицу Босфорского царства, на месте которой позднее выросла Керчь. А еще в 5 столетии до нашей эры Эллада подарила нам когда-то основавшая Спарту, пересекли Черное море и на юго-западном берегу Крымского полуострова основали новый полис. Древняя Греция принесла в Крым свою культуру. Даже по сохранившимся фрагментам мы можем видеть, сколь великой и прекрасной она была. А сколько вкусных греческих даров мы можем отведать и сегодня. И маслины, и орехи, и, конечно же, и красное вино. Важную роль в распространении греческой культуры по миру сыграл один из величайших правителей античной Древней Греции, создатель огромного государства Александр Македонский. Она говорила нам ученых, врачей, искусств. Она подарила множество городов на территории Крыма, Феодосию, Киркинетиду, сегодня она называется Нимфей, Пантикопей, столицу Босфорского царства, на месте которой позднее выросла Керчь. А еще в 5 столетии до нашей эры Эллада подарила нам Эфес. Дарийцы, когда-то основавшие Спарту, пересекли Черное море и на юго-западном берегу Крымского полуострова основали новый полис. Древняя Греция принесла в Крым свою культуру. Даже по сохранившимся фрагментам мы можем видеть свой великий и прекрасный народ. А сколько вкусных греческих даров мы можем отведать и сегодня. И маслины, и орехи, и, конечно же, прекрасное вино. Важную роль в распространении греческой культуры по миру сыграл один из величайших правителей античной эпохи, создатель огромного государства Александр Македонский. Внезапные набеги опустошали большие территории. Сарматы не знали страха и пощады. Победить их было почти невозможно. Броня, в которую были закованы и сами воины, и их кони, была настолько прочной, что сарматы крайне редко пользовались щитами. Невинные женщины этого кочевого народа владели оружием не хуже мужчин. Их внезапные набеги претерпели большие нервы девушки. Сарматы не знали страха и пощады, а победить было почти невозможно. Знал дух военных дел. Вероятно, сарматские наемники, которые несли службу в Британии, стали прототипами легендарных рыцарей круга Ростова во главе с королем Бельгии. Сарматские женщины в греческих мифах превратились в воительниц Амазонок. Сарматы нередко брали римскую армию, а уж
нашей эры, когда жители Херсонеса попросили у Рима защиты от степных кочевников и Боспорского царства. Вместе с легионерами римляне сюда пришли из Крыма, и они были до нашей эры, когда жители Херсонеса попросили у Рима защиты от степных кочевников, греческий полис постепенно становился Несмотря на разделение Римской империи на западную и восточную, она оказалась сильнее полчищ гуннов, и в V веке государство гуннов распалось. Несмотря на мощь войны, не раз Иерусалим приходили гунны. Это был сильный воинственный народ, который смог создать последнюю империю, простиравшуюся от Северного моря до Каспия. Некоторое время в нее входил и Крымский полуостров. Идет Византия. И славная история. Она стала великой наследницей того самого мира, о котором в самом начале нашей эры полетела весть о воскресшем Первозванном, один из 12 апостолов. Сюда был отправлен в ссылку Климент Папа Римский, который утешал каторжан и рассказывал им о Спасителе. Спустя 2 столетия здесь проповедовали 7 епископов, которым было суждено принять смерть, за ними Иисус Христос. После разделения Римской империи на западную и восточную, Херсонес стал важным торговым, экономическим, культурным и духовным центром новых государств на западе. Андрей Ярослав, один из 12 апостолов. Сюда отправлен в ссылку Климент Папа Римский, который утешал
самый многочисленный коренной народ полуострова, который сформировался в эпоху крымского ханства. Их предками были осевшие в Крыму тюркские племена, в первую очередь половцы. Именно половцы, сами себя называвшие татарами, и дали имя этому народу. Но в жилах крымских татар также течет кровь гуннов, казах, печенегов, тавров, сыков. Крымские татары – коренной народ полуострова, который сформировался в эпоху крымского ханства. Их предками товар здесь называли ясари, по-арабски пленники. Десятки тысяч невольников со всех концов света привозили сюда для продажи русских, малороссов, поляков, калмыков, башкиров. Одних только славян за 16 и 17 столетия было около 2 миллионов. Уже в 1772 году, когда русские войска вошли в Крым, сотни рабов были выкуплены, тысячи смогли бежать в Россию. После вхождения полуострова в состав Российской империи, было полностью не желал мириться с такой потерей. Чтобы обезопасить полуостров от вторжения османов, в Крым был отправлен генерал-поручик Александр Васильевич Суворов. Он оказался не только выдающимся военачальником, но и прекрасным администратором. Екатерина II приехала в Крым, смогла административно магистрат, Когда Крым вошел в состав Российской империи, он был малонаселен и неустроен. Впереди предстояло много работы, много сделать для его благоустройства транспортировки. При нем были основаны и первые крупные города Севастополь и Симферополь. Южная Снежная остров расцвела пышным цветом, изменился до неузнаваемости, и это несмотря на тяжелую войну, полыхавшую здесь в середине
столетия. Крымская война подарила России нового президента, новую Многие ехали в Крым, чтобы прикоснуться к великой природе. Я здесь жил на военной писатель, поэт, художник. Это место, где душа находит покой и летит ввысь нечаянно волной, говорит Анна Ахматова. Если бы я был царем, я бы жил в Ялте, не покидал его никогда. Писал Антон Павлович Чехов, который создал в Ялтинском периоде свои лучшие произведения. Максимилиан Волошин, Николай Иванович и прекрасные военные пейзажи. Крым запечатлен на множестве картин Ивана Прибасовского. Многие ехали в Крым, чтобы прикоснуться к великой культуре. Здесь жили военные писатели, поэты, художники. Крым – это место, где душа находит покой и летит ввысь тщательно волной. Анна Ахматова. И плодородный край. Создание каналов и водохранилищ, посадка лесополос и фруктовых садов изменили его облик. Крым стал не только красивым, но и плодородным. А еще в 20 веке полуостров стал настоящей всесоюзной границей. О путевке в Крым мечтали, потому что она была билетом к здоровью и счастью. Люди готовились к поездке как к празднику. Воздух насыщенный йодом и ароматами хлопка. Браво! Предлагает широкий спектр процедур, от медицинских солнечных план до ингаляции и физиотерапии. Крымский клиник, сочетание с передовой медициной, нередко творит настоящие чудеса. Крутится на весу.
после этого, как и 250 лет назад, во времена Екатерины Великой, на полуострове началось активное строительство. Были введены пассажиров новый терминал аэропорта Симферополь. От Севастополя до Керчи пролегла трасса Таврида, а над Керченским проливом был возведен самый длинный в Европе мост, ставший символом воссоединения Крыма с Россией. Сквозь столетия смотрят на нас Екатерина Великая и светлейший князь Потемкин Таврический. Их великое дело живет, несмотря ни на что. Вот такое замечательное театрализованное представление у нас проходит в Севастополе, в Новом Херсонесе. Потом мы с друзьями погуляли, дождались, когда стемнеет и включат подсветку. Замечательная подсветка на территории. Приезжайте, будете в Севастополе, обязательно посетите Новый Херсонес. У вас на память останутся замечательные фотографии и видео. Также на территории есть небольшой зоопарк, где есть павлины, кролики, овечки и олени. Мы вот остановились у павлинов. Здорово. Ты знаешь, да, что это самец? Ну. Вот этот самец, вот этот самец. Ты Так еще не он знала? перед У птиц всегда Я ж думаю, те ж самцы, они всегда это, я более думаю, яркие. что он яркие. тут перед ней Да, танцует? Вот он перед ней танцует. Я видела смешную картинку, если бы мужчина заигрывал женщину. Ой, как красиво. Да перед девочкой ты распустил свои перышки. Да. О, конкурент идет, конкурент. Танец павлиний. Ой, ты красавчик. Ой. Прям специально, да, позирует? Да, смотри. Ой, какой красивый. Наоборот, голубой. Смотри. Ой. Показывает синий, да. перед павлином этим. Да, этот максимально сильный такой. Красавчик. Ты красавчик? Хороший мальчик. Хороший мальчик. Ой. Слушай, размах, наверное, 2 метра тоже. Петух так, слышишь, петух так в сторонку ушел, думает, да, я не конкурент. Такой маленький, плюгающий. А? Правильно думаю. Да, маленький плюгающий. Нет, здесь мне не осилить конкуренцию. Красиво. Вау. Ой, На девушку, мамку. Идет невеста, да, идет, подвигайся, ему надо активизировать. Ой. Так. Идет. Ой. На этом прекрасном, очаровательном павлине я буду заканчивать свое видео. Всем добра, здоровья, всего самого-самого наилучшего. До свидания, до новых встреч, до новых видео.